Всем привет! Меня зовут Сандер Персидский, я из Эстонии, и я фанат Роттерхэм Юнайтед. Я болею за Роттерхэм уже 15 лет. В прошлом году я был впервые на матче Роттерхэма, на матче против Кардифф Сити. Мы проиграли 1-2. Совсем скоро я опять отправляюсь в Роттерхэм. В эту субботу, 17 августа, я буду на матче против Бристоль Роверс. И на этот раз я решил записать влог о своем путешествии. Я поделюсь с вами своим опытом, своими эмоциями, впечатлениями, ну и, конечно же, абсурдом. Не обессудьте, я человек уже достаточно старый, и во всяких этих влогах не очень разбираюсь. Поэтому, если вам покажется, что качество видео плохое, монтаж ужасный, музыка подобрана вообще не к месту, не обессудьте. Я в этом деле совершенно не опытен. Прямо за мной вы сейчас видите здание Тартуского университета. Я нахожусь в городе Тарту, в своем родном городе. Здание это было построено шведами в далеком 17 веке. Тарту является культурной и научной столицей Эстонии. Я могу свой родной любимый город нахваливать бесконечно, поэтому давайте ближе к делу. Сегодня я уезжаю с Тарту, еду в Таллин, где находится единственный международный аэропорт в Эстонии. 2 дня я пережидаю в Таллине и затем улетаю. Теперь ты должен подойти, ударить по камере и под модную музыку сделать видеоряд. Это зачем? Доверься мне. Ну ладно. Так, ну что, прибыли в Таллинский аэропорт. Сегодня вылет. Погода мерзкая. Меня успело продуть, пока я здесь был 2 дня. План действий сейчас такой, что мы летим в Хельсинки. Из Хельсинки летим в Манчестер. Из Манчестера на поезде в Шеффилд. В Шеффилде остаемся. В Шеффилде отель. Ну и в субботу уже футбол. Там уже все как надо. Вот, поэтому полетели.
нашем аэропорте настолько интенсивная жизнь, что ближайший самолет, вылетающий через полчаса, там даже не написано, какой гейт. И там вообще ни на один из самолетов не написано, какой гейт. То есть тут люди просто Взял ходят, бродят, конфеты. ничего не делают. Взял Сидят, где попало, вообще не знают, конфеты. куда им идти. Но опять-таки, тут аэропорт проходится за марципаном и 1,5 минуты. орехами. Поэтому Потом тут я люди вообще еще на взял чиле. конфеты. Это типа йогуртовые батончики. Вкусная тема. И вафельные конфеты написано со вкусом рома. Ну, не знаю, насколько там вкус рома, но тем не менее. Эти конфеты я подарю стафу, который работает на стадионе, вот, который готов меня встречать, там, помогать, которые мне помогали в прошлой поездке. Тогда я как-то без подарков приезжал. В этот раз вот приезжаю с подарками, подарю им эти подарки. Пускай кушают, наслаждаются эстонскими вкусностями. Отдельный кайф, конечно, полетов в Англию, это то, что у тебя снимается 2 часа, когда ты туда прилетаешь. Это, конечно, прикольно. Но ехать, бля, до Шеффилда еще 1,5 часа, это не прикольно. Сейчас только что сел, значит, на свое место. И вот мужиков спереди узнал, что Сэмич Модикс переходит в Ипсвич. Причем, насколько я понял, парни, фанаты Арсенала, летят в Манчестер, но обсуждают Сэмич Модикса, который переходит из Блэкберна в Ипсвич. You must comply with all posted placards and lighted signs in the cabin. You may use smartphones and other handheld electronic devices during flight, but we ask you to ensure that they are set to flight mode from gate to landing. Так, ну вот и мы наконец-то приехали. Рум-тур, да?
Вроде тоже модно делать такое. Так. Ну, вот такая хата. Самое главное. Туалет и писсуар. Ну, добре. Вид из Шеффилда. Какой? На что? На парковку. О, это нам нравится. На парковку. Да. Если что, это самый центр Шеффилда. Обошлось это в 148 евро за сегодня и завтра ночь. Вот так. Так, надо сейчас немножко прийти в себя. Дальше будем думать. Выпили пивка. Теперь можно и спать, и идти. Я догадываюсь, что, возможно, это видео смотрят люди, которые про меня ничего не знают и не знают ничего про то, каким образом я стал фанатом Роттерхэм Юнайтед. И если это видео смотрят англоязычные фанаты, то я уверен, что у них тоже такой вопрос имеется. Дело берет свое начало в 2009 году. Тогда на мой день рождения, мне тогда исполнилось 11 лет, мой папа подарил мне игру, футбольный симулятор, всем известный, FIFA. Я футболом тогда не сказать, чтобы так сильно увлекался. Моя семья не особенно фанатична от футбола. Футбол, конечно, по статистике самый популярный вид спорта в Эстонии, но учитывая то, что на матче сборной там ходит от силы 6 тысяч человек, сказать, что это спорт, которым прямо болеет весь эстонский народ, нельзя. У нас дома был только один единственный телеканал, где показывался футбол, это телеканал «Футбол», но там показывали в основном старые матчи. И в основном Ла Лигу и какие-то нарезки игр английской премьер-лиги. Роттерхэм я никогда вживую не видел до 2014 года. Но когда я получил эту игру, я решил, что было бы неплохо окунуться в глубины английского футбола и поднять какой-то клуб из глубин на вершины. И этим клубом стал Роттерхэм Юнайтед. Почему именно Роттерхэм? Банальность заключается в том, что мне безумно понравилась эмблема, а во-вторых, в Лиге 2 на момент 2010 FIFA у Роттерхэма был самый большой бюджет, по-моему, там миллион фунтов, что забавно, учитывая то, что тогда финансовые дела у клуба были не самые лучшие. И вместе с этим в нападении там играл лысый 41-летний Пол Уоррен, поэтому это тоже добавляло определенный шарм. Я Роттерхэм до вершин не довел, я всегда практически забрасывал это дело после первого сезона, не знаю, почему оно так пошло. Ну и вот я вдруг решил в 2009 году, что мне нравится Роттерхэм. Но печальная правда заключается в том, что 5 лет следующие я за клубом следил очень-очень изредка, буквально там 2, может быть, раза за полгода я что-то там проверял в Википедии, Твиттера тогда у меня не было, соцсети тогда были другие, интернет был совершенно другой. Меня больше там интересовала Лига Чемпионов, какие-то топовые испанские, английские команды. Но в 2014 году, когда я готовился дома к экзаменам, к своим школьным экзаменам, я вдруг решил фоном посмотреть какие-то футбольные матчи. И так оказалось, что скролля на одном пиратском сайте трансляции матча, я увидел матч. И увидел там название команды, которую я помню с 2009 года. Это был матч Лейтон Ориент, Роттерхэм Юнайтед, всем известный финал плей-офф Лиги 1. Ирония заключается в том, что я этот матч включил только со второго тайма, по времени так совпало. То есть я успел увидеть все самое интересное. И дальше, следующий матч, который я увидел, полноценный все 90 минут, это был матч с Лидсом в октябре 2014 года, когда Джонсон Кларк Харрис забил где-то там с 30 ярдов сумасшедший гол Лидсу. И тогда, в этот день, я понял, что я хочу быть настоящим фанатом Роттерхэма. Следующие 2 года до появления iFollow я за Роттерхэмом следил в основном за счет текстовых трансляций в Твиттере. Если попадалось, то за счет радиотрансляций. То есть следующие 2 года до 2016 или 2017 года я за матчами Роттерхэма следил за счет в основном своего воображения.
Ну, так уж получалось, иначе следить за матчами было просто невозможно. Но с появлением iFollow, конечно, жизнь моя стала намного проще. Я не пропускаю практически ни одного матча Роттерхэма. Все мои знакомые и друзья знают то, что в субботу в 5 вечера у меня дела, и в ближайшие 1,5 часа меня никуда не вывести. То есть Роттерхэм — это моя жизнь теперь стала. И вот 15 лет я являюсь фанатом Роттерхэма. И я с гордостью всегда заявляю то, что я фанат этого футбольного клуба при любых обстоятельствах, когда у нас там речь заходит о футбольных каких-то темах. Вот. И, конечно же, я не могу пройти мимо персоналей. Когда я стал фанатом Роттерхэма, то, конечно, я во многом стал фанатом Роттерхэма за счет тех эмоций, которые команда дарила мне, подростку, в тот период времени. И это сложно даже представить. 2014 год, ну что тогда на хайпе, я не знаю. Барселона, Реал, Манчестер Юнайтед, по-моему, уже тогда был плох. В общем, топовые команды, топовые клубы, топовые игроки. Все игроки, Лео Месси, Роналду, все в прайме. У всех там Пепа Гвардиолы, Мауриньо, Карло Анчелотти и все остальные попсовые тренеры. А тренер моей футбольной команды — это Стив Эванс. И честно, абсолютно честно, я уверен в том, что если бы не Стив Эванс, я, возможно, не стал бы фанатом Роттерхэма. Потому что та страсть, та спортивная злоба, которая у него была, а учитывая то, что я сам занимался спортом тогда еще, она меня вдохновляла, она меня поражала. И я не мог вообще представить, и до сих пор я не знаю ни одного тренера, который по масштабу личности и по эмоциям круче, чем Стив Эванс. И в связи с этим, когда я запланировал эту поездку в Роттерхэм на матч Бристоль Роверс, у меня была мечта. У меня эта мечта была уже давно. Встретиться со Стивом Эвансом. И я последние 2 недели общался с персоналом из клуба на тему того, возможно ли встретиться со Стивом Эвансом. Я сейчас это говорю, у меня сердце тут стучит. И пару дней назад мне один парень, Джонатан Аллан, который работает в Роттерхэм Юнайтед комьюнити, он написал, что чтобы я пришел за 3 часа до матча к стадиону для возможной встречи со Стивом Эвансом. Я надеюсь, что эта встреча состоится, потому что у меня для Стива Эванса есть небольшой подарок. Наша страна, Эстония, очень маленькая. У нас всего 1 миллион жителей. По-моему, в Шеффилде людей больше живет, чем во всей моей стране. И чем моя страна знаменита? Ну, в Восточной Европе про нас шутят, что мы медленные. Так оно действительно есть. Что еще? Выход в Балтийское море. И у нас есть бухло. В частности, наверное, самое популярное эстонское бухло — это Вана Таллин. В переводе с эстонского это значит старый Таллин. Таллин — это столица Эстонии. Это ликер. И я купил Стиву Эвансу вот этот вот ликер. И надеюсь, что если эта наша встреча с ним сегодня состоится, я этот ликерчик ему передам. Ну что ж, мне через полчаса нужно уже собираться и ехать к стадиону. Невероятно волнительный момент, потому что, опять-таки, я возвращаюсь к Нью-Йорку. Год там не был, но уже дрожу, уже в предвкушении. И, конечно же, волнуюсь от потенциальной встречи со Стивом Эвансом, потому что это была еще моя подростковая мечта. По внешнему виду моему такое ощущение, что человек идет на какой-то день рождения, а не на футбол. Так, ладно, у меня через 15 минут поезд, поэтому сейчас иду на станцию Шеффилда, а там уже будем в Нью-Йорке через 13 минут поездки на поезде.
Come on down to New York, join in the happy band, sing a song for Rotherham, the greatest in the land. We've had times of glory, and we've been kicked in by the hurt. Still we travel around the country for our pride in the shirt. Millerman, Millerman, the more they try to put us down, the more we'll rise again. Millerman, Millerman, in red and white we'll stand and fight, 'cause we're Millermen. The memories of Millmore stand across the railway line. Together with our loved ones gone, they wait for us under those floodlights. And we'll tell our own stories from Don Valley to back home, where we've seen heroes come and go, but we the fans are the heart and soul. Millerman, Millerman, the more they try to put us down, the more we'll rise again. Millerman, Millerman. Я сейчас нахожусь на центральной второй трибуне Нью-Йорк Стадиум, и здесь сзади река. Эту реку мы должны помнить, потому что именно из-за этой речки, из-за того, что она разлилась, у нас в свое время был отменен матч, если я правильно помню, с Ипсвичем. Подзарядились пинтой пива в домашнем пабе. Первый мой опыт посещения домашнего паба. Привет пабу КПР в Лондоне. И теперь мы идем, собственно говоря, на стадион. На стадион. Пока народу мало, я прошел заранее, чтобы не быть в пробке. Пирог и пиво. Hello. On the bench for the Millers this afternoon, number 1 sponsored by Greenwood Stephanie Cameron Dawson. Number 3 sponsored by Ballycommon Cohen Bramall. Number 10 sponsored by Kitty Hampton Advance.
No, 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 no. Yes! Yeah! Ой! Ой! Ё! Первый тайм закончился. Давление было. В атаку шли. Но не хватает агрессии в атаке. Вот в самом-самом конце не хватает. Бристоль Роверс мертвый. Команда Мэтта Тейлора, о чем речь? Но это и пугает, потому что, как показывает практика Роттерхэма, против мертвых команд очки как раз таки и теряются. Поэтому надо давить. Радует то, что второй тайм будет проходить прямо возле меня. То есть я буду видеть все максимально близко. Как же я надеюсь на гол. Боже мой, я просто хочу видеть гол. И победу. И победу. Come on, come on! Oh, good! Nice! On you Reds! Come on you Reds! Get back out. You're an idiot.
20 ударов, я только что посмотрел. 20 ударов. Перекладина. Мэтт Тейлор, как обычно, тупо отбивался. Они тянули время с 35-й минуты. И мы ничего не смогли поделать. Это вот то, чему нам нужно научиться сейчас в Лиге 1. Мы 3 года не атаковали. И теперь нам нужно научиться вскрывать вот эти вот консервные банки типа Бристоль Роверс Мэтта Тейлора. С другой стороны, мы не пропустили. Это в данном случае это уже победа небольшая. Ладно, сейчас мы едем в Шеффилд, немножко отдыхаем, потом двигаем в Манчестер. Путешествие потихоньку заканчивается. Меня сейчас ждет сумасшедший, конечно, путь обратно домой, потому что мне отменили поезд ночной из Шеффилда в Манчестер, поэтому я сейчас собираюсь, 2 часа, отправляюсь в Манчестер, там уже снят у меня отель в аэропорту, сплю там и утром вылетаю. И буду дома уже в 5 вечера в воскресенье. Что хочу сказать по поводу всего этого путешествия. На самом деле я доволен, я счастливый. Просто сейчас на фоне того, что это все-таки ничья, хотелось победить, да, ехал с надеждой на победу. И я уверен, что завтра уже я буду счастлив, потому что, знаете, я представитель страны, где если сборная обыгрывает сборную Сан-Марино, то это уже достижение. И для меня победа в матчах это не главное. Учитывая то, что я еще и фанат Роттерхэма, который последние 2 сезона страдает, это иронично, но приехав сюда, я повстречал огромное количество невероятно добродушных людей, которые были отзывчивы, которые мне при любых обстоятельствах помогали. И в Твиттере, и на улице, ко мне подходили люди в барах, на стадионе, рассказывали о себе, делились своими историями, как они стали болеть за Роттерхэм, спрашивали что-то у меня. Это было очень живое, постоянное общение. Я безумно благодарен всем болельщикам, которых я повстречал, всем, кто как-то откликивался на то, что происходило в Твиттере. Каждый лайк, каждый комментарий, для меня это была такая невероятная поддержка. Всем огромное спасибо. Отдельное спасибо, конечно же, персоналу клуба, который устроил мне встречу со Стивом Эвансом. Знаете, я когда стал фанатом Роттерхэма, у меня была мечта когда-нибудь этого человека увидеть живую. И когда он только начал подходить к ресепшену на стадионе, у меня уже сердце колотилось, руки дрожали, я улыбался как идиот, я был невероятно счастливый, потому что это человек, благодаря которому я на самом-то деле полюбил футбол и полюбил Роттерхэм. Что если бы не он, и я этому и сказал, когда я ему дарил бутылку ликера, я ему сказал, что я стал болельщиком Роттерхэма благодаря вам. Что если бы не вы, если бы не ваша команда 2014 года, я бы не стал болеть за эту команду. Я его удивил сильно, когда он начал смотреть, что там в этой упаковке. Он сказал что-то вроде: ух ты, никогда бы не подумал, что я буду пробовать что-то эстонское. Он удивительный, милый, добрый человек. Если на поле он работает на поле. За пределами поля он невероятно добродушный человек. Как и все здесь. Я безумно был счастлив побывать еще раз на Нью-Йорке, еще раз на матче Роттерхэма. Я еще раз говорю, что я безумно счастлив. По мне это, может быть, сейчас не видно, но поверьте, я безумно счастлив был увидеть болельщиков, увидеть работников клуба, еще раз увидеть игроков, с какими-то игроками поговорить непродолжительное время, с какими-то сделать фотографии. Мне это было безумно приятно. Мне безумно приятно было увидеть Стива Эванса, быть на матче, слышать матюки с трибун, подбадривание игроков, рев, хлопанье. Это было очень воодушевляюще. Ну и на этом, собственно говоря, наверное, влог нужно этот закончить. Я надеюсь, что он получился не слишком долгий, не слишком занудный.
И я надеюсь, что я хоть как-то смог этим влогом передать то, что я видел во время этого путешествия. Спасибо, если посмотрели. Подписываться на канал, в принципе, смысла нет, потому что я не думаю, что здесь будет большое количество каких-то видосов. Но, тем не менее, спасибо вам всем, кто меня поддерживал, всем, кто мне помогал. Мне это было безумно приятно, и без вашей поддержки я бы эмоционально, наверное, не справился и не отважился бы на это путешествие. Всем еще раз спасибо. Апземылас. Вперед, Роттерхэм. Всем пока. Well, Miller,